Всем привет, я продолжаю играть в Morrowind, мы находимся в Гнисисе. В предыдущем эпизоде мы побывали в здешних руинах двемерских, добыли там книжку. И теперь у меня есть 3 книги: Божественная метафизика, Висячие сады и Яйцо времени. И вот с этими 3 книжками нужно посетить нам здешнего Телвани, Баладоса. Он должен нам рассказать про исчезновение двемеров. Но до Баладоса нужно еще добраться. Здесь у него на охране не только крысы, но и вполне могут оказаться серьезные ребята. Конечно же, мы здесь не забудем подобрать все, что плохо лежит. Здесь у него... Так. Тюрьма. В тюрьме там квестовая вроде бы какая-то женщина. Не знаю, что он тут с ней делает. Но там вроде бы есть какие-то эти контейнеры, которые можно залутать. И я хочу это сделать. А орк мне, как всегда, мешает. Давай-ка постой здесь. Да. А где узник? Или это не здесь? Или я опять что-то напутал? Или она появляется по заданию? Короче, может быть, я что-то и затупил. Вполне может такое быть. А вот, кстати, Эбонит. Нам не придется шарахаться до выполнения задания гильдии воров. Но вот он тяжелый, собака такая. Придется мне нагружать орка. Тащит он, интересно. Кстати, у него 330 грузоподъемности. Я что-то как-то не замечал раньше. Ну, цифру эту. Не обращал на нее внимания. Давайте на всякий случай сделаем еще профилактическое мероприятие. Да, здесь все в порядке. Но это так, я же параметров его не вижу. Вдруг ему где-нибудь понизили. Так, Клеймору не забудем. Тут малая денежка. Уже не зря зашли, смотрите. Набрали Эбонита. Сражайся храбро. Пойдем со мной. Будешь сражаться храбро. Еще крыса. Теперь ты умрешь. Отлично. Да что ты будешь делать, а? Клеймору надо же отдать, я ж совсем забыл. Так, а здесь интересная книжечка. И ключик. Ключик, я думаю, нам пригодится. Неплохо. Давайте-ка взломаем. Надо бы сделать заклинание на вот такой небольшой взлом. 20 пунктов. Довольно часто попадаются такие замки. И мы избегаем, используя амулет, избегаем прокачки навыка. Не навыка, а характеристик своих. Так. Тут у нас что? Правильно, обход. А вот здесь уже могут быть скелетики. Вроде бы. Или я путаю опять с чем-то. Мне вот кажется, что здесь были более серьезные противники. А орк побежал куда-то в обход. Да, вот они скелетики, причем лучник. Там лучник, падла. Мне нужно, наверное, здесь использовать все-таки невидимость.
Но он, конечно же, ухватил Клеймору. Так. А там сверху Дейдрот бродит. Но вроде бы он мирный, вот это я не уверен. Либо он мирный только для Талвани, либо в принципе. Скоро мы это узнаем. Но если что, захватим себе душонку. Так, здесь 35. Давайте вскроем взломом вот это вот. И заклинанием второй сундук. И под телекинезом разъедим ловушки. Тут денежка. А тут, смотрите, ценные вещи. 750. Но, блин, тяжелый он. Не буду я его брать. Хотя, в принципе, я могу утащить. Давайте. Пока есть у нас место, возьмем. И теперь интересное. Что нам скажет Дейдрот? Было бы неплохо прихватить его душонку, конечно же. Так, но здесь никого нет. В смысле врагов. В этом проходе. Давайте приготовим заключение. У нас, по идее, есть ключ от этой двери. Ну, Дейдрот нападать не хочет. Я тоже не буду. Тут у него еще сфера Центурион. Но она вроде бы тоже мирная. Давайте смотреть, что можно у него украсть. Деньги. Деньги, вот я не знаю, он как-то среагирует на них. По идее, он на все это он должен реагировать так себе. Скума. Давайте сохранимся и попробуем. Ты умрешь. А, нет. Нет, конечно же нет. Сразу от Ранаха призвал. Тут товарищ серьезный. Книжки у него, конечно, ценные. Мое время. Некоторые. Уходи. Вот, например, вот это вот. Я думаю, что мы ее можем спереть, если спрячемся за шкаф. В игре вот этот шкаф, это считается как бы монолит. Дейдрот пришел. Соответственно, нас так не спалят. Игровая условность, но тем не менее. Еще и Ситис. Очень неплохо я здесь заглянул. Что у него тут? Мастера. Но вот, вот эти вот вещи стырить бы было бы неплохо, но здесь нас палят довольно сильно. Ладно, давайте поговорим с ним. Ну, чтобы он с нами, в принципе, разговаривал, наверное, стоит сразу повысить отношения. Сохраняемся. Что бы это ни было, меня это не интересует. Всего 69, маловато. Давайте мы вежливо с ним поговорим. Хотя бы до 80. Вот, 85 нормально. Что ты скажешь по поводу книги, вот «Божественная метафизика»? Могу, говорит, перевести эти книги. Первое – это опровержение Абутуандом Занчем популярной теории времен Неревара. Двемеры верили, что использование силы сердца Лорхана – это страшный риск. Яйцо времени содержит в себе аргументы Птуанда в пользу несостоятельности этой идеи. Многие из них достаточно убедительны. Аргументы.
Следующая книга «Божественная метафизика» — это объяснение того, как двемеры пытались создать нового бога, аномидиума, используя орудие Кагренака и священную музыку сердца. Хорошо? Хорошо. Висячие сады. А ну-ка, ну-ка, говорит. Да. Она написана сразу на Двемерском и Альдмерисе. Буду хранить ее где-нибудь в безопасном месте. В смысле? Я тебе еще не отдал ее. Ну это просто промежуточный такой. Промежуточное решение. Так, это понятно. Значит, исчезновение гномов. Среди двемеров было не принято рассматривать их духи как синтетические конструкции. На 3, 4 или 5... Какие 5? На 3, 4 или 40 градусов создания, отклоняющихся от божественной сути. Чего? 4 или 40 градусов... Что-то не совсем понимаю эту фразу. Среди двемеров было не принято рассматривать их духи, видимо, духи двемеров, как синтетические конструкции на 3, 4 или 40 градусов создания, отклоняющихся от божественной сути. В дни эры рассвета они изучали смерть костей Земли. Сейчас мы называем это законом природы, рассекающим процесс святой воли в мирском. И я считаю, что их механики и тоновые архитекторы обнаружили постоянный регресс технологий для выполнения обратного, то есть для создания святого из гибели мирского. Поскольку не осталось ни трудов двемеров, ни следов конфликта, я считаю, что поколения ритуального антисозидания привели к их мгновенному, но предсказуемому исчезновению из мира. Они оказались за пределами математики, цвета, за пределами всех действующих законов. То, что двемеры исчезли во время конфликта с Нейроваром и трибуналом, простое совпадение. Не знаю. Так, проверяем дневничок. Это исчезновение гномов. Вроде бы как. Этого должно быть достаточно. Давайте-ка мы сохранимся. Я метнусь в Вивик. Этого товарища мы отправим в Альдрун. А я метнусь в Вивик и проверю, достаточно ли. Потому что может быть, что и нет. И тогда буду иметь бледный вид. Вивик. Я с радостью помогу вам. Да подожди, поможешь позже. Нет, тут я ошибся ранее. Вот эта комната, видимо, Трибониуса, потому что тут вот книжки разложены. Кстати говоря, вот эту книжку неплохо было бы стырить. Так, ну что ты про исчезновение? Угу. Загадку мы решили. Хорошо. Повышение он мне, конечно же, не даст. Новые поручения. Раз все эти недавние волнения улеглись, у меня для тебя есть новый поручение. Так и где поручение? Прошу вас продолжать. Видимо, ему нужно, чтобы я еще прокачался. Но это уже неплохо. И, кстати говоря, раз уж мы прокачались, уже какой 5-й у меня уровень, да? Неплохо было бы навестить Кая и продвинуться немного по сюжету. Скорее всего, он нас сейчас отправит в Вивик, и это хороший шанс нам совместить несколько дел. Как минимум 2. А именно добыть нашему орку Дайкатану дейдрическую. Я, по крайней мере, думаю, что это должна быть Дайкатана. Хотя и есть резон
брать одноручный меч. Он, конечно, поменьше в плане емкости, и урон у него вроде бы поменьше, но зато он сможет использовать щит. А мы видим, что щит он использует вполне успешно. Так что я пока вот не знаю даже. Да и катана меня очень манит. Так, все обдумал и направляет меня к Хулии. Изморок Тонг, потом Мехрамила и Адхиранир. Ну понятно, Вивики это все товарищи. 200 золотых дал и записку. А насчет исчезновения гномов знаешь что-нибудь? Видимо нет. Тревожные сны вот меня беспокоят. Ты беспокоишь меня, Лакмус? Так. Храм. Говорит, что это ненормально, а... Храм считает... Так, пророк, ведьма. Молчи, говорит об этом. Ну, это понятно. Я только тебе по большой дружбе сообщаю. Тем более, что отношения, смотрите, у него аж 94. Ясно, с этим понятно. Значит, нам нужно отправляться в Вивик. И в Вивике можно также выполнить параллельно побочные задания. Например, с вот этим вот убийствами. А через это получить легально вполне неплохой доспех. Да, я считаю, что этим стоит заняться. И еще параллельно там нам неплохо было бы наведаться в тайную библиотеку. А вот какой уровень там замка, я, честно говоря, не помню. Как бы не было так, что там замок крутой. А значит, нам нужно еще немножко заняться зачарованием. Давайте-ка мы восстановим запас сил. И я попробую зачаровать предмет на отпирание. С учетом нашего нового завышения. Зачарования. Может быть, у меня получится. Так. Душа есть. Предметы у меня, в принципе, тут целая куча. Пробуем. Не факт, что это вообще имеет смысл, и у меня получится. Например, вот этот пояс. Открыть. Смотрите, 30, правда, он требует 30 этого емкости предмета. Но у нас есть такие предметы. 60. Штаны. Или рубашку нужно испортить. Давайте испортим штаны. И чтобы долго не искать в списке, я, наверное, буду пользоваться вот этой вот темой. Ну, то, что ставить вот этот вот прочерк в начале, и тогда предмет будет в списке первым. Ну, из созданных предметов они будут располагаться по алфавиту, но они все будут первыми. Так, создали. Выглядит это вот так. То есть вот здесь будет. Сейчас посмотрим, сколько там реально зарядов. Ну, то есть на 5 использований нам хватит. Это вполне достаточно. Здесь всего 100 зарядов. Восстанавливаться будет довольно быстро. Да, книжки давайте выложим. Чтобы себя не обременять. И, кстати, нам нужно отдать еще вот это вот добро. Также я выложу ключ. Он такой довольно массивный. Не знаю, зачем он такой нужен. Вот это вот добро обязательно нужно выложить.
Ну, наплечник вот этот тоже. Сейчас он мне не нужен. Кирка мне совершенно не нужна. Все это я как-нибудь продам. На записи, видите, я немножко путаюсь в своих движениях. Поэтому такими вещами лучше бы, конечно, заниматься вне записи. Сортировкой барахла, продажей. Ключ вот этот мне тоже не нужен уже. Дверь мы открыли. И вот этот не нужен. Сохраняемся и давайте поговорим с Эдвиной. Хорошо. Задание никакого, этого, награды никакой она нам не дала. Все, поручения у нее больше нет. Хорошо. Давайте возьмем нашего орка и направимся в Вивик. Подвисли у меня квесты гильдии воров немножко. Но ничего. Это у нас не в приоритете. Хотя, вот вы знаете, 4 этих у нас есть. И можно было бы сейчас уже выполнить задание гильдии воров с Адритмора. Ну, чтобы как-то немножко было... Жди здесь. Немножко было более последовательно все это, чтобы у нас не висели задания, мне это не нравится. Направляюсь я в Сандритмора. Так, вот эту подругу нам надо. И у нее насчет... Где? Финкель, ну все правильно. Подожди, а я брал это задание вообще? Реторта Грандмастера. А, я же... Блин, я перепутал, друзья. Я все перепутал. Ладно. Ладно. Прошу прощения. Немножко я это... Впереди паровоза бегу. Что-то, видите, забываю, а что-то... Значит, реторту мы еще не украли. А уже потом идет. Да. Тогда идем в Вивик. Все. Не отвлекаясь. Направляемся в Вивик. Я сказал, направляемся. Немножко такая вот, такой сумбур. Потому что пытаюсь в голове удержать сразу несколько линий, как бы, квестовых. И планирую свои действия прямо вот в процессе. Но в Вивике мы какое-то время пробудем, потому что, как я уже говорил, здесь у нас несколько заданий можно выполнить. Например, мы можем поговорить с кем-нибудь насчет слухов, сплетен. Так, это Хулея. Она здесь в квартале в квартале чужеземцев. А вот насчет убийств они мне не хотят говорить. Может быть, какие-нибудь другие товарищи? Все про Солсхейм. Про Солсхейм мне не нужно. Может быть, нужно спуститься? К людям попроще. Может быть, там нам сообщат. Ну, с ординаторами говорить смысла нет, у них слишком низкое отношение. Но эти тоже, видите, темная вот эта вот
Пункт в диалоге говорит о том, что персонаж не может ничего сообщить нового. Пойдем к Хулее тогда. Что же делать? Орк нам там не понадобится, поэтому я его пока оставлю здесь. А вот где этот Хулея? По идее, вон там таверна должна располагаться. По идее. Черный шалк, да, вот здесь вот. Вот он, этот Хулея. Ему тут мешают надоедливые глупцы, с которыми нужно как-то разобраться. Их тут трое, по-моему, да, вот этот вот и вот эти двое. Но разобраться с ними довольно просто. У меня же есть привлекательность. Быстрее у меня мало. Можно было, конечно, их и убить, но заморачиваться с этим мы не будем. Богатство тебе. Так, ну все, главное договориться вот с этим товарищем, Наш видимо. всегда. Все, не стоит беспокоиться, хорошо. Отправимся с тобой. К Джабаше. Говорить. Здесь на улице, ну, условной улице, нас никто не побеспокоит, не нападет. Можешь говорить. Поэтому смело идем. Блин, ну вот он застревает. Вот как обычно ведут себя всякие компаньоны в оригинальной игре. Вот так вот. А этот что стоит-то? Он вообще ходит куда-нибудь? Вот не хватает его мозгов обойти, видите? Есть надежда, что он тоже телепортируется, конечно. Но надежда слабая. Ну и чё? Вот что делать? Можешь. Ну, есть, конечно, такой небольшой лайфхак. Как поступить. Но он что-то не особо помогает. О, Если чудо произошло. спасибо. Все, значит, расскажет о культе Нереварина. Чтобы понять культ Нереварина, ты должен понимать историю Шлендеров. Неревар означал для Шлендеров что-то совершенно отличное от того, что он означает для для данмеров из Великих Домов. Ты должен также знать и о гонениях на Нереварина, и наследство ложного воплощения, ибо культ Нереварина находится в самом сердце древнего конфликта между кочевниками и шлендерами и оседлыми великими домами. Вот изложение для Кая, но спрашивай, и я отвечу. История шлендеров. В первую эпоху кочевники и шлендеров и оседлые кланы двемеров были очень похожи, но после Первого Совета и формирования Великих Домов и шлендеров оттеснили на самые бедные и труднопроходимые земли. Теперь кочевые племена ждут предсказанного возвращения Неревара, который должен вернуть им древние права и сделать их снова великими, видимо. Ладно. Ну, про Великие Дома, я думаю, что сильно говорить нет смысла. Ложное воплощение. В прошлом некоторые заявляли, что они воплощение Неревара. Самая последняя, известная как Пикстар, легендарная фигура среди племен Эшленда последние 30 лет. Храм говорит, что эти ложные воплощения вызывают неверие в пророчество, поскольку ложные воплощения проваливаются и ни к чему не приходят. Но таинственный культ Нереварина скорее процветает, чем увядает от противоречий. Упоминая появление провалившихся воплощений как определенное доказательство скорого возрождения Неревара. Ну, все как и в жизни, в общем-то. И вот с этой Пикстар мы увидимся. Я надеюсь, что мы дойдем до этого. Ну и все получается. Значит, записку мы получили. Здесь наше дело закончено. А вот что насчет
Слухов. Ничего, Подожди. Про Джабашу все понятно. Тревожные сны. Я не знаю, говорит, зачем ты мне рассказываешь все это? Плод воображения. Понятно. Понятно. Книжный магазин. Храм называют пророчество Нарварина ересью. Ну, понятно. Значит, по поводу слухов он ничего не знает. Жаль. Жаль. А с кем же здесь поговорить насчет слухов? Муцера. Свежие сплетни. Мгм, значит, не здесь. Может быть, реально на улицу уйти? За городом обитает много монстров. За мной. Наш путь в любом случае лежит к храму. Давайте попробуем ординатора потеребить. Ничтожество. А если еще вежливо с ним поговорить? И все равно насчет сплетен он ничего нам не сообщает. Ну, это вот модовая тема команды. То есть мы чисто теоретически можем командовать этими ребятами, но я не буду этого делать, потому что, ну, это глупо. Мы можем чисто теоретически, опять же, мод позволяет взять их себе в компаньоны. Но нет. Пока что, во всяком случае. Если прям совсем прижмет, кто же мне расскажет-то по поводу нападений? Давайте прогуляемся тогда. Нам нужно к храму. А вот орк, наверное, сам к храму не дойдет. Ну, через перемещение придется пешком идти. Заодно можно прокачать, кстати, ночной глаз, тем более, что ночь началась. Ну, начинается. В колхозе утро. Странно, вроде бы здесь же, в этом квартале чужеземцев, эта ведьма-то обитает. Или нет? Забывается такое уже с годами, вы знаете, уже сколько я не играл. И вот такие банальные вещи, которые, казалось бы, вот как отче наш, они забываются. Ну, давайте здесь тоже поспрашиваем. Только надо встретить кого-нибудь. Это у нас Ридаран, поселение. Также нам нужно в квартале, чтобы не соврать, Олмса, навестить драма-бюро. Давайте посмотрим. Это Делин, значит, Олмс рядом. Вот этот вот. Заглянем сюда. Что же выбрать, дайкатану или длинный меч? Дайкатану или длинный меч? Наверное, я этот вопрос оставлю на ваше усмотрение. А, здесь вот, кстати, еще и Адхиранир. Это хорошо. Вы знаете, где мне ее найти? Блин. Ладно, ты мне не нужен. Так, ну и орка оставлять тоже я не хочу, потому что в канализации мы можем наткнуться на каких-нибудь типов злобных. Так, про некромантию он знает, а про слухи не знает. Что вы хотели? Так, я хотел повысить привлекательность. Так, в подземельях. Ну, это понятно. А может быть, ты знаешь еще и сплетни какие-нибудь? Все Солсхейм, да Солсхейм.
Ладно. Будет жаль, конечно, если нам не дадут здесь задания на эти убийства. Помнится, когда я играл до выхода дополнений, это прямо сразу давали. Ну ладно. А вот она и Адхиранир. Удачно мы зашли, никого не сагрив. Она нам, конечно же, сразу ничего не расскажет, а отправит разбираться с агентом. И придется так и сделать. Благо мы его уже видели. И запросто можем с ним поговорить. Так, где он? Тут где-то бродил. Вот он. С удовольствием. Прошу вас, продолжайте. Значит, от Хиронира вообще уехала. Так что ты давай-ка отправляйся следом за ней. Возвращаемся. Сохраняемся. Так, значит, от агента мы избавились. И она расскажет нам о культе шестого дома. Об этом Адхиранир знает, поскольку это касается контрабанды. Некоторые добрые контрабандисты неожиданно делаются слишком заняты для старых клиентов, имея нового нанимателя, шестой дом, который платит очень хорошо. На что они переправляют, Адхиранир не знает, потому что все это очень секретно. И это странно, поскольку эти контрабандисты всегда громко болтают, а теперь они замолчали, как пузатые киски, наевшиеся сладкого мяса. Понятно, это побочная, видимо, ветка какая-то была. Но ее не развили. Злодеи. Ну это информация по выполненному уже заданию. Нам это уже не нужно. Уровень у нее 9, это мы видим. Про Нерварина она ничего не знает. Про гильдию воров. Тут рассказывается, видимо, про противостояние с Камон и Тонг. Понятно, значит, это мы сделали. И, наверное, на сегодня я буду заканчивать. Жду ваших мнений по поводу выбора оружия. Ну, не то чтобы основного. Вполне возможно, я еще за биполярным клинком смотаюсь. Но, по крайней мере, вот на текущий момент текущего оружия, скажем так. Либо это дайкатана, либо длинный меч. На сегодня это все. Спасибо за внимание. До новых встреч.